Всем привет! Как вы уже поняли из вступления, у нас сегодня очень интересный обзор. А на обзоре у нас сегодня VTOL от компании Keywing T2 Cruza. Это PNP комплект, и мы его сейчас подробно рассмотрим. Но для начала немножечко о самих VTOL. В последнее время тема VTOL становится все более популярной и актуальной. И не в последнюю очередь потому, что в популярных прошивках с открытым исходным кодом ArduPilot и даже iNav появилась поддержка VTOL. В iNav она появилась совсем недавно, в ArduPilot довольно давно, но все равно сравнительно недавно производители уже дошли до того момента, что научились довольно-таки просто и легко программировать VTOL на ArduPilot. И это поспособствовало тому, что мы на рынке сейчас видим довольно большое количество разнообразных VTOL. Чтобы не запутаться, для себя я разделил VTOL на две большие группы: трансформируемые VTOL и нетрансформируемые. Нетрансформируемые VTOL не меняют конфигурацию своей VMG на протяжении всего полета, от взлета до посадки. Но и их, в свою очередь, можно разделить на две большие группы. Это нетрансформируемые VTOL с одинарной VMG и с двойной. В чем их отличие? Одинарная VMG используется у нас и на этапе взлета-посадки, и на этапе горизонтального полета, то есть на этапе полета самолетом настоящим, И это не что иное, как так называемые тейл-ситтеры, то есть те VTOL, которые взлетают с винглетов, в общем-то, из сидячего положения, так сказать, сидя на хвосте. Такие VTOL обладают простой и надежной конструкцией, имеют высокую массовую эффективность. Под массовой эффективностью я понимаю то, что одна и та же VMG задействуется и для вертикального, и для горизонтального полета. Но у такого тейл-ситтера VTOL есть еще и минусы. Это сниженная маневренность в режиме вертикального взлета, именно за счет того, что он вынужден на двух двигателях и рулях как-то там балансировать. И вследствие этого это плохо подходит для больших тяжелых аппаратов, потому что повесить, например, на такое крыло с тейл-ситтером какую-то тяжелую камеру, которая резко сместит центровку вперед или назад по вертикальной оси, и взлет будет очень-очень из-за этого затруднен. Что касается VTOL с двойной VMG, то там используются две независимых винтомоторных группы. Одна для горизонтального полета в качестве самолета, и другая винтомоторная группа предназначена именно для вертикального взлета и посадки. Вот такие VTOL, они уже обладают и высокой маневренностью, и простотой конструкции, потому что, как правило, на крылья самолета просто цепляют две балки, на концах которых вешают по два мотора. У нас получается квадрокоптер, самый простой при взлете и посадке, и, соответственно, дрон после перехода в режим горизонтального полета запускает один большой двигатель, и уже те двигатели отключаются. И таким образом у нас есть и высокая маневренность, и простота конструкции, и простота программирования автопилота. Довольно-таки просто это все сделать. Нету вот этот этап транзишена, перехода из вертикального в горизонтальный полет, он здесь более упрощенный. Но у него есть минус в том, что вот эти 4 VMG, они по сути в горизонтальном полете, в основном, который занимает 90% времени полета VTOL, он висит просто мертвым грузом, да еще и аэродинамику нарушает. То есть массовая эффективность у него довольно-таки низкая. Но тем не менее, именно вот VTOL с двойной VMG отлично подходит для больших тяжелых аппаратов, где нужно аккуратно большую тяжелую камеру поднять и потом уже куда-то отвести. И в принципе, да, на таких весах, на таких размахах вот эта массовая эффективность, то, что 4 мотора дополнительных с пропеллером мы поставили, с регуляторами, она уже не так сильно будет влиять. А первая большая группа, трансформируемые VTOL, они по сути имеют гибридную VMG, потому что она у нас именно трансформируется. И именно на такой VTOL сегодня у нас и будет обзор. Преимущество гибридного VTOL у нас в том, что в режиме вертикального взлета и посадки он функционирует как обычный трикоптер, вследствие чего мы имеем высокую маневренность, а также за счет того, что при переходе в горизонтальный полет передние двигатели у нас задействуются и для этого горизонтального полета, соответственно, у нас балластом висит только задний хвостовой двигатель, что меньше нарушает аэродинамику и улучшает массовую эффективность всей системы. Но у такого типа аппаратов, конечно же, есть и минусы. Минусы в том, что это, во-первых, сложная конструкция, потому что именно вот эти вот поворотные двигатели передние, на них очень высокая нагрузка, и это в целом узел должен быть очень надежным, чтобы не было никаких сбоев при переходе в горизонтальный полет
полет или наоборот. Ну и сложность настройки автопилота, потому что вот этот переходный этап, transition, автопилот должен правильно среагировать, правильно перестроить пиды с мультикоптера, с мультиротора на fixed wings, на самолет с фиксированным крылом. И вот здесь вот часто возникают какие-то проблемы. Поэтому такие вот самолеты с гибридной ВМГ, они больше используются для небольших или среднего класса аппаратов. Ну, в моем понимании, в таком в хоббийном понимании, среднего класса аппарат это что-то от метра до 2. А то, что свыше 2 метров, там от 2 до 3, это уже аппараты с большим размахом. Поэтому этот самолет у нас имеет гибридный ВМГ, трансформируемый VTOL среднего класса, 1,20 м размах. Теперь поговорим немного о размахе. Вот, например, если говорить о малых VTOL с небольшим размахом крыльев, ну, например, тот же Ranger T1 от компании Hewing, это та же самая фирма, которая произвела T2. Замечательный самолет, легкий и компактный, с широкими возможностями, который может небольшой юнит весом там 50 граммов таскать на десятки километров, по сути. Зачем ему VTOL? Он прекрасно взлетает с руки и сажается практически на любых площадках там от 10 метров его вполне можно посадить. Ну ладно, 20. Такую площадку найти вполне просто. Добавление VTOL в эту конструкцию усложняет самолет, утяжеляет его, снижает немножечко аэродинамику. И, ну, по сути, это как бы, знаете, для хобби, для развлечения, да. Но с практической точки зрения, вот на эти небольшие самолеты установка VTOL особого смысла не имеет. Но все меняется, когда наш самолет становится больше и уже способен таскать какую-то более серьезную и, самое главное, дорогую полезную нагрузку. Вот здесь уже VTOL имеет больший смысл. Ну и, конечно, когда мы говорим о больших размахах, там свыше 2 метров, тут уже наоборот предпочтительнее иметь VTOL, особенно если у вас там очень тяжелая и дорогая полезная нагрузка, а чаще всего на таких размахах туда и ставят большую, тяжелую, дорогую полезную нагрузку. Вот там уже VTOL прям уже обязательно. Потому что аналог этому это катапульта и парашют. Ну а VTOL обеспечивает еще более плавный взлет и посадку. И теперь, если говорить о конкретных моделях, то, в общем-то, на текущий момент, на 2024 год, на рынке буквально несколько аппаратов есть, которые я нашел. Это вот от Hewing T1 и T2. Также в небольшом размере есть от компании Jumper HiK какой-то 800, Jumper HiK 800. Также есть у нас интересный VTOL HiQ Swan K1 Pro. Он у нас tail-sitter, но tail-sitter не двухмоторный, а четырехмоторный. Интересная такая концепция, но мне кажется, как говорится, не взлетит. Ну, то есть, на мой взгляд, это не очень практически удобно будет, тем более размах у него небольшой. Кроме этого, в маленьком также размере у нас есть Fimi Manta. Тоже интересный VTOL, трансформируемый трикоптер, так же как и этот. Но опять же, размах лишает смысла использования данного самолета. Кроме этого, классический R-Bird VTOL, который уже, наверное, лет 5 на рынке. Классический tail-sitter, причем у него там собственный автопилот, именно разработанный с взлета с хвоста. Ну и единственный, наверное, конкурент в данном размахе, который я вот нашел на 2024 год, это VTOL ZMO от компании OMP Hobby. Причем характеристики у него достаточно скромные. Несмотря на то, что размах примерно такой же, винтомоторная группа уже 4-баночная, аккумулятор предусмотрен до 5000 мА. Здесь производитель пишет 20 тысяч мА. Ну и проприетарный, установленный в него автопилот, как бы окончательно отбил у меня желание обращаться к этой фирме. А так как я уже имел вот этот вот прекрасный Ranger T1, то вот этот T2 стал логичным выбором в данной группе самолетов. Ну что ж, а теперь приступаем к долгожданной распаковке. Прежде чем мы начнем распаковку, еще немножечко расскажу о своем опыте вообще обращения с самолетами. Если мы покупаем самолет, то это обычно либо тушка с электроникой. И, как правило, электроника там среднего качества, среднего уровня. Поэтому мой опыт это там порядка, под 10, наверное, уже самолетов за вот эти годы, сколько я занимаюсь хобби, через меня прошло. И все вот эти самолеты я, как правило, покупал чисто тушки. В такой комплектации, где даже ни моторов, ни серв не было. Я сам выбирал, что получше купить, поставить.
ставить и сам это все собирал. Ну и, соответственно, время от момента прихода посылки с самолетом и кончая сборкой, там проходил месяц, не один месяц даже. И вот этот VTOL, например, когда я посмотрел его характеристики, я, в принципе, пришел к мнению, что нет никакого смысла покупать отдельную тушку и что-то придумывать свое. Поэтому я решил впервые не заморачиваться и купить именно PNP-комплект, чтобы туда просто добавить свою FPV-систему с камерой и, в общем-то, аккумулятор. Все, и можно уже лететь. Я очень рад, что к 2024 году производители подобных самолетов стали думать не только о том, как этот самолет транспортировать до потребителя, но и о том, как этот потребитель будет потом пользоваться этим самолетом, где он его будет переносить и хранить. И наконец-то стали выпускать полноценные вот такие вот чехлы, чемоданы. В том же ЗМО VTOL от компании OMP Hobby он также поставляется в таком же примерно чехле. Поэтому я думаю, что это скоро станет таким обязательным пунктом производителю хороших, качественных самолетов. Это изготовить свой чехол. Здесь есть вот такие вот защелки пластиковые. Вы просто тянете их на себя и можете уже открывать. И давайте откроем, посмотрим. Вот такая вот красота нас встречает. Краткая инструкция на одном листе. И весь самолет разложенный буквально по полочкам. И я даже не знаю, с чего начать, глаза разбегаются. Ну, давайте начнем с крыльев. Крылья у нас зафиксированы на липучке, верхнее крыло. И вот так вот оно извлекается. Здесь вот есть небольшой паз. Вот так вот выглядит крыло. Как видим, самолет еще не совсем собран. Здесь вот почему-то не стали с завода устанавливать качалки. Видимо, побоялись, может быть, хрупкий механизм. Решили, что пользователь поставит это все потом. На что тут следует обратить внимание? Во-первых, немножечко скажу о пене. Пена прям здесь, ну вообще, очень плотная. Вот, можете посмотреть, она практически не гнется. И само крыло очень толстое, имеет довольно толстый такой профиль и в то же время легкое. Ощущается, насколько вот этот узел прям тяжелый, и я думаю, по весу он прям как вот это все крыло, даже, возможно, еще чуть-чуть тяжелее. Что касается нижней стороны, смотрите, во-первых, что можно сказать? Вот почему-то не поставили здесь усиление никакой карбоновой полоски или трубочки здесь нет. Но с другой стороны, в принципе, как оправдание могу сказать, что так как у нас тут усилие сервы по центру руля, а сам руль довольно-таки толстый, выполнен из реально прочной пены, наверное, оно и не потребуется, это усиление. Что касается вот этой части, здесь у нас интересный элемент, это закрылки. Вот эта вот часть, она вклеена, но при желании ее можно прорезать, и вот она будет, вот этот клапан, он будет как бы открываться, и здесь есть вот такой дополнительный отсек под сервомашинку для этого элемента. Кроме того, здесь есть еще один отсек, он под дополнительное оборудование. Я чуть позже покажу, что это значит. И последний отсек у нас именно для рулевой сервомашинки. Ну, все сервомашинки у нас производитель либо Hiving, либо ГДВ. А вообще, точнее, скорее всего, производитель всех сервомашинок ГДВ, просто он перемаркирован под Hiving. Все сервы металлические и с металлическим редуктором полностью, и цифровые. Переходим теперь к мотору. Вот такая длинная у нас моторама, обусловлена тем, что здесь устанавливается 10-дюймовый пропеллер. Также вот эта часть, вот эта панель откручивается вот в этих местах. Она, конечно, здесь приклеена, но при желании ее можно отогнуть, либо отклеить и вовсе, снять и обслужить регулятор. У нас здесь установлен 25-амперный регулятор с радиатором. И здесь установлена вот такая вот интересная бесколлекторная серва от той же компании ГДВ, промаркирована как Hiving VTOL. Brushless Servo, бесколлекторная серва. О чем это говорит? О том, что у нее будет высокий крутящий момент, высокая мощность и высокая надежность, что необходимо для такого уровня конструкции. Также этот вот поворотный узел полностью металлический, сам маунт под мотор. А мотор у нас здесь промаркирован также компанией Hiving, и его характеристики 2812 размер, 680 кв. Вообще винтомоторная группа всего этого самолета предназначена под 6 банок. И именно 6 банками мы и будем его тестировать. Единственное, что мне здесь не нравится,
это то, что они не удосужились вот эти вот провода завернуть в змеиную кожу. Выглядит это не очень красиво. Так, конечно, по надежности ничего страшного, но я буду, когда дособирать этот самолет, я обязательно отпаяю провода и надену сюда змеиную кожу. Так будет гораздо лучше. Ну а теперь обратимся к торцу. И как видим, здесь у нас есть два разъема. Один основной и еще один четырехконтактный вспомогательный. Сейчас я чуть позже расскажу об этом. В основном разъеме у нас имеется по 3 группы контактов. Слева и справа 3 штыря для плюса и минуса. Я прозвонил это. Это очень хорошо, потому что у нас, по сути, проходит здесь 25 ампер. И поэтому они задействуют именно 3 штыря. В целом этого сечения должно быть достаточно. По 3 штыря на плюс и минус. А в центре у нас, соответственно, сигнальные. Это сервомашинки, это питание и управляющие сигналы на регулятор. Что касается вот этой группы четырехконтактной, это у нас дополнительные пины, которые уже, так сказать, встроены в разъем для дополнительного оборудования. Помните, я вам говорил о том, что вот этот отсек предназначен для дополнительного оборудования. Вы можете открутить вот эти два самореза, снять эту плату и подключить, там есть разъем, и в комплекте есть провода, подключить к ним провод, и с другими концами может быть видеопередатчик, дополнительный GPS, датчик воздушной скорости, да что угодно сюда вот поставить, подключить, закрыть вот этой вот заглушкой, и все, у вас будет все по заводскому, не нужно ничего дополнительно там прокладывать, пропаивать. Это однозначно большой жирный плюс, что производитель данного самолета предусмотрел дополнительное какое-то оборудование без каких-то заморочек со стороны пользователя. Очень классное решение. Ну и вот эти вот, кстати, крышечки, их не нужно даже вклеивать, они очень хорошо держатся и легко вставляются. Замечательно просто. Также могу отметить здесь вот такая вот система защелкивания, видите, с поворотом. Я позже, когда будем собирать его, покажу, как это все работает. Ну и еще здесь выгравированы, вот так выдавлены точки проверки центровки здесь. А также есть вот такая вот классная подсветочка, вот такой вот яркой трубкой, полоской. Она будет очень ярко светиться. Причем она разная. На одном крыле красная, на другом зеленая. Все как положено. Вот такое вот крыло, в общем-то, практически не к чему придраться. Все отлично выполнено, все отлично сделано. Теперь давайте перейдем у нас к хвостовому оперению. Хвост хорошо у нас фиксируется вот здесь, вот в этих выемках. А здесь у нас простая липучка. И вот так легко он извлекается. Вот такой вот хвост. Здесь у нас установлены 2 сервомашинки. Вот такая вот интересная деталь металлическая. Я чуть позже расскажу, для чего она. У нас вот здесь вот видны такие выемки, но здесь также не проходит никакого усилителя. Зато усилитель проходит вот здесь. Здесь полноценная угольная трубка. Поэтому у нас вот этот вот хвостовой стабилизатор все такой же жесткий, несмотря на то, что он немножечко потоньше, чем крыло. И вот далее интересная деталь. Вертикальный стабилизатор. Он вот так у нас зафиксирован. Очень легко вынимается. Он у нас здесь целиковый, то есть без какого-либо руля, такой же, как на Т1. Но непонятно тогда, для чего здесь вторая сервомашинка. И я сначала тоже не понял, но потом разобрался. Вот эта деталь как раз-таки и служит для фиксации руля направления. А вот здесь у нас есть в комплекте металлическая такая деталь, которая зацепляется за эту серву. И эта серва вращает руль направления целиком. Вот примерно в таких пределах. Ну, это гениальное, на мой взгляд, решение. Оно позволяет очень легко и быстро снять этот руль направления. Даже вот с этой деталью. Она просто сюда вставляется, защелкивается. И в то же время целиком позволяет работать всему рулю. Также у нас здесь есть разъемы для хвостовой балки. Мы сейчас ее сразу же достанем и рассмотрим. Вот так она выглядит. У нас здесь зафиксирован мотор. Вот на такой вот хомут. И с передней и с задней части у нас есть разъемы. Как вы уже поняли, один разъем предназначен для соединения с хвостом. У нас здесь 4 контакта именно для питания серв и 2 сигналов. Он очень просто вставляется, смотрите. Раз, и защелкнулся. Все. Надежное соединение. И очень легко и быстро его отсоединить. Сборка-разборка данного самолета — это вообще отдельный его плюс, над которым производитель очень сильно работал, чтобы вот создать такой самолет, который будет одновременно и надежным, и очень простым в сборке и разборке. Ну и, соответственно, передний контакт, как мы видим, здесь у нас помимо вот этих вот 4,
есть еще силовой трехфазный контакт, который сразу передает 3 фазы, потому что регулятор хвостовой находится в фюзеляже, а он сразу передает 3 фазы на мотор. В общем-то, у меня нет претензий вообще ни к чему. Единственное, к чему мог бы я, наверное, придраться, это к тому, что вот этот хомут, по-моему, выполнен без фиксации на трубке. То есть теоретически его можно провернуть. А так в целом хвост просто идеальный. Лучше и придумать, наверное, нельзя. Ну а теперь самое интересное. Фюзеляж. Вот так он устанавливается в чемодан, и вот такого он размера. Он реально на самом деле большой. Для такого размаха это прям, наверное, максимально, что можно было сделать, потому что у меня была примерно в похожем размере рептилия S1100, и вот он по характеристикам, вот эта S1100, она прям очень сильно близка к этому самолету. Это, конечно, чуть-чуть побольше, но объем фюзеляжа очень большой. Хотя, конечно, стоит отметить, что за таким большим внешним объемом внутри не так уж прям много места. Очень много места теряется именно на толщине стенок. Потому что обратите внимание, насколько здесь толстые стенки. Они здесь почти, наверное, 2,5 сантиметра. Вот. Но, тем не менее, отсек все равно остается большим и вместительным. Он реально больше, чем у той же рептилии. А с учетом того, что в крыльях здесь тоже место предусмотрели дополнительно, то фюзеляж дополнительно разгружается. По сути, вам здесь нужно установить в основном только аккумулятор. Система вообще крышек здесь абсолютно такая же, как и на младшем Т1. Ну и по размерам вы можете также оценить, насколько Т2 больше, чем Т1. Я все-таки, кстати, надеюсь, что будет когда-нибудь Т3, которая будет прям 2 метра плюс. Это прям для меня. Я люблю большие самолеты. Как видим, в версии PNP предустановлен уже автопилот. Вот он здесь стоит. Я сначала немножко с недоверием к нему отнесся, но потом, когда изучил дополнительно какие-то характеристики его, то немножечко уже успокоился. Во-первых, здесь у нас стоит полноценный F405 процессор STM32, и вследствие этого у нас здесь стоит полноценный Ардупилот. Причем уже здесь с завода идет уже версии 4.4. Конечно же, ее можно легко перепрошить на более свежую версию. Кроме этого, в автопилоте установлен у нас гироскоп ICM 426-88, барометр SLP 06, OSD аналоговая MAX 7456, 4 UART-порта, 9 ПВМ выходов, напряжение на полетнике 5 вольт, напряжение на плате питания до 22 вольт вообще написано производитель, но скорее всего он до 25 будет поддерживать, так это все-таки под 6 банок самолет. Единственное, есть небольшой нюанс, вот этих полетников было 2 версии. В первой версии еще ставили на VTOL T1, а вот версию 2 V2 уже начали ставить на вот этот вот VTOL T2. В чем их отличие? В том, что здесь еще и распаяна флешка на 16 мегабайт. То есть постоянная память для записи логов. Это, конечно, немного, 16 мегабайт, но, в принципе, с перезаписью там на 10-15 минут полета должно хватить. Ну, в зависимости от того, какие вы данные для логирования включите в Ардупилоте. Все же лучше, чем ничего. Ну и плюс еще во второй версии там полноценный загрузчик, и все это легко обновляется прямо через Mission Planner или через Q Ground Control. Из выводов здесь у нас есть вход под GPS и дополнительно 6 портов, отдельно вот удлинитель USB. Потом еще один порт I2C есть, как раз для датчика воздушной скорости, кому он прям требуется. Есть 2 порта под аналоговые FPV, это VTX для видеопередатчика и под камеру. И еще 2 свободных UART-порта, UART1 и UART2. И эти порты мне очень пригодятся, я чуть позже расскажу почему. Вы узнаете, что за FPV-систему я буду сюда устанавливать. Что касается вот этой платы питания, на которой у нас стоит автопилот, здесь есть стабилизаторы на 12,5 вольт, самые ходовые, причем довольно мощные стабилизаторы. На 12 вольт аж 3 ампера, а на 5 вольт 7 ампер. Ну, это и не удивительно. У нас столько сервомашинок, причем сервомашинки вот эти поворотные, они у нас тоже питаются от 5 вольт. Единственное, что мне здесь не нравится, это вот этот вот силовой конденсатор. Я не понимаю, почему его не припаяли в ту сторону. Он вот здесь будет мешаться, но здесь мы еще дополнительно, когда будем устанавливать аккумулятор, дополнительно посмотрим
как лучше это все разместить. Также можно сказать немножечко о креплениях крыльев. Здесь у нас расположена платка, где установлены разъемы, и все подписано, то есть вы видите, куда какие провода идут, для чего, зачем. Это очень удобно. При желании что-то можно свое перепаять, но, как правило, тут я посмотрел, все сделано отлично, ничего, никаких доделок не потребуется. Единственное, что еще могу сказать, вот он, тот самый регулятор на 25 ампер, один из трех, какие установлены в данном самолете. Здесь уже стоит радиатор, также и на регуляторах, которые установлены в крыле, тоже стоит у нас радиаторы. Как всегда, в хвостовой части у нас отсек под GPS есть. И давайте еще раз смотрим носовую часть. Смотрите, она у нас переделанная полностью, то есть она не такая, как на Т1. Вот так она отделяется, вот такой вот элемент. Сюда вы можете встроить, в принципе, все что угодно, хоббийное. То есть это аналоговые передатчики, юниты, всякие DJI, Volksnail, может быть, даже какую-то свою самосборную систему. Но сюда, конечно, уже не влезет какая-то камера с трехосевым подвесом. Все это предназначено для статичной какой-то камеры. Что радует, что тут есть отсек, и в комплекте есть небольшой вентилятор, который вы можете сюда установить для охлаждения вот этих горячих современных юнитов DJI 3 и юнитов Volksnail. Видите, как здесь продумано вот это носовое крепление. Здесь есть отверстие и для воздухозаборников. Также у нас здесь есть бороздки для антенн, для FPV антенн. Вот здесь вот центральная, видимо, для аналоговой. И также здесь вы можете вырезать, прорезать под цифровые две антенны. Вот даже до таких мелочей производитель все рассчитал. Также я хочу вам признаться в одной вещи. Я не люблю фанеру. Не знаю почему. Ну, не нравится мне фанера. Она мне кажется какой-то хрупкой. Я бы вот эти вот детали фанерные, я бы их заменил на карбоновые. Ну, что тут два куска вставить? Выглядело бы это попрезентабельнее и понадежнее, на мой взгляд. Но это уже так, мои придирки. В любом случае, нос хорошо у нас фиксируется вот в этих направляющих фанерных. И здесь дополнительно у нас предусмотрены еще и замочки. Позже я вам тоже это покажу. Разъем питания у нас XT60 стандартный. Также здесь вы можете расположить на вот этих фанерных креплениях, размер выбрать под аккумулятор, под липучки аккумулятора. Ну а сзади у нас, соответственно, ответная часть для той хвостовой балки. Я сейчас вам покажу вообще в целом, как он собирается и за какое время, но перед этим мы рассмотрим, что у нас еще есть в комплекте. Вот такие вот деревянные детали. Это у нас для фиксации аккумулятора, то, о чем я говорил. Также вот такой вот пакет с GPS VE250Q с компасом, потому что компас здесь нужен обязательно. И USB разъемом для автопилота, и всеми необходимыми проводами, которые нам потребуются для подключения, допустим, дополнительного оборудования в крыле. Все уже тут это есть. Кроме этого, есть здесь вот такие гайки для крепления пропеллеров, набор винтов, вентилятор вот такой вот небольшой, о котором я говорил, пластиковые детали, это, как правило, защелки и воздухозаборники. А вот здесь пакетик со всем необходимым для крыльев, для фиксации кабанчиков, и вот эта вот металлическая красная деталь для поворота руля направления. Также в комплекте есть вот такие две пары пропеллеров. Я не понимаю, почему две пары, потому что нам нужно 3 из них. Пропеллеры здесь самые обычные, по-моему, вот точно такие же я ставил себе 10-дюймовые 10х6 они, и я их ставил на рептилию еще S1100 на хвостовой винт. Самые простые матовые серые пропеллеры APC Style. И вот он здесь пакетик с усилениями для крыла. И также есть у нас здесь наклеечки для фюзеляжа на дно. Я сейчас вам покажу. Вот такие вот угольные трубки. К сожалению, они не обернуты карбоновым волокном плетеным, да. Я так не очень люблю. Но, тем не менее, они есть. При желании их можно заменить. Хотя, я думаю, с ними ничего не произойдет. Вот эти вот пластиковые элементы служат у нас для защиты днища. На Т1 я здесь применял армированный скотч. А на Т2 производитель уже разработал вот такие вот наклеечки. Сейчас мы их наклеим. Вот таким вот образом они клеются, которые позволят при посадке сохранить вот эту пену и не дать ей разрушиться раньше времени. Вот так вот красиво получилось. Ну, кстати, вот эта вот площадка у нас сделана для шасси. Можно подумать, что сюда можно какую-то камеру поставить, но нет, это изначально для шасси, потому что изначально этот самолет разрабатывался, выпускался, вернее, как обычный, не VTOL-версия с более уменьшенными моторами, с чуть другой моторамой. Поэтому этот элемент остался. Для VTOL шасси нам уже не нужны. Итак, ну а теперь, чтобы продемонстрировать, какую большую работу проделала компания Hiving по
продумыванию вот этих вот мелочей, чтобы самолет был очень удобный и модульный, чтобы его можно было легко собрать. Давайте вот прямо сейчас, я первый раз, ни разу его полностью не собирал, при вас сейчас соберу его и покажу, за какое время можно вот прям, ты приехал в поле, и за какое время можно собрать самолет до летного положения. Итак, поехали. Все, самолет готов. Ну, понятное дело, пропеллеры будут накручены у меня уже, потому что там есть место, где их разместить. Осталось подключить аккумулятор, который наверняка уже будет в корпусе. И, в общем-то, все, можно лететь. Я думаю, сколько это заняло? Минута, две. Ну, вы там видели на экране. Причем я особо не торопился, собирал все это потихонечку, не спеша. И вот такой вот классный самолет мы по итогу имеем. Мне он прям, ну, очень понравился. Вот как мне очень понравился Т1 своей продуманностью. Но вот этот прям затмевает. Все, вы видели, как легко и просто он собирается. Все на защелках. При этом все у нас по итогу подключено. Очень большое количество проводки. У нас здесь целый VTOL как-никак. Что ж, ну а теперь давайте я его разберу. Кстати, пока не забыл. Одно небольшое отличие самолета этого VTOL от обычного, помимо вот этой части, еще и в хвостовой балке. Она здесь увеличена примерно на 3-4 сантиметра. То есть она в обычной версии чуть более короткая. Обратите также внимание, насколько здесь все продумано в части упаковки. Всякие вот эти вот элементы. Все идеально подогнано. И у нас здесь довольно много места остается. Например, вот здесь вот у нас пустует место. Сюда вы можете положить очки или запасной аккумулятор. Аккумуляторы также можно положить вот сюда, шестибаночные какие-то небольшие, либо две сборки больших сюда и сюда. Чемодан, по сути, может вместить в себя и очки, и современный какой-то небольшой пульт управления. Вы просто с одним вот этим чемоданом придете в поле, быстренько распакуетесь и можете лететь на десятки километров, не переживая за взлет и посадку. Ну что ж, а теперь давайте его разберем, посмотрим, за сколько я справлюсь. Вот и все. Вот такой вот самолет. Итак, ну а теперь переходим ко второй части этого обзора, в которой я дособеру этот самолет, доделаю, сейчас вам покажу, и буду уже устанавливать туда оборудование. И вы увидите, что я туда поставлю. Ну а потом будем его настраивать и тестировать. Поехали! Итак, настала пора приступить к сборке данного VTOL. Прежде всего, я его сейчас дособеру, так сказать, до заводского состояния, то есть доделаю то, что не доделал производитель. Я сейчас уже тут частично пластиковые детали вот эти вот вклеил, 3 пластиковых детали. И сейчас хочу приступить к внутренностям. Мне тут кое-что не нравится. Во-первых, вот этот вот выступающий конденсатор мне не нравится. Я его сейчас буду перепаивать туда. Ну и плюс вот эта вот силовая площадка. Она расположена довольно низко. Сейчас, в принципе, я вам скажу уже, на каком аккумуляторе я буду летать. Я буду использовать вот такой вот аккумулятор, 10-тысячник, 6-баночный. Это аккумулятор от моей Ексы, и он сюда отлично помещается, еще даже место остается. В принципе, когда производитель говорил о 20 тысячах максимально, в общем-то, да, вполне возможно сюда и это упихать, но нужно смотреть, как всегда, центровку. Ну, а уже потом я закончу с крыльями. И уже после того, как он весь будет собран, останется только установить FPV-систему. Сейчас я приступил к установке змеиной кожи вот на эти фазные провода к мотору. И хотел вам продемонстрировать, как легко разбирается здесь моторама. То есть мы здесь откручиваем 6 винтов. И просто у нас отделяется вот эта крышка. Оно никак не приклеено. Вот таким вот образом. И здесь же у нас, соответственно, отделяется вторая часть.
Вот так это выглядит. Абсолютно достаточная длина провода для всего, и для серв, и для регулятора. Все же я рекомендую вот эту верхнюю часть где-нибудь вот здесь вот посадить для надежности на клей. Конечно, производитель этого не сделал, значит, он уверен, что все будет нормально, но я привык перестраховываться. Вот такой вот финальный результат с установкой змеиной кожи на провода. Мне кажется, стало гораздо симпатичнее. Итак, кроме того, установил я кабанчики. Вот здесь они фиксируются просто с саморезом, что, в принципе, очень удобно. Не надо ждать, когда высохнет клей. Но я все равно их здесь проклеил. Тяга вот эта, которая устанавливается, тоже качественно, добротно сделана. Я с большим трудом накрутил вот эту пластиковую часть. Все очень плотно, туго, ничего не выскакивает, что плюс. Также тяга здесь фиксируется на винт с помощью винта к кабанчику. Вот здесь вот закручивается. С крыльями, в общем-то, делать больше тоже ничего не нужно. Теперь остается у нас хвостовое оперение. Здесь тоже ничего сложного. Абсолютно одинаковым аналогичным способом устанавливается здесь кабанчик с тягой. И вот эта вот такая металлическая деталь алюминиевая прикручивается на серву хвостовую вместо качалки, и за нее будет фиксироваться, держаться сам вертикальный стабилизатор. Позже вам покажу. Здесь, в общем-то, тоже делать ничего не нужно. В ходе примерки аккумулятора, проверки центровки вот этого 10-тысячника, я пришел к выводу, что придется его сдвигать аж вот до вот этой вот второй трубки, то есть вот сюда, под плату распределения питания под автопилот. И то, как стояла плата распределения питания, она стояла очень низко, аккумулятор просто дальше не просовывался. То есть он сюда помещается, но в центровку вообще не попадает. Я проверял центровку по штатным меткам. Поэтому мной было принято решение немножечко переделать эту конструкцию. Благо, здесь все это позволяет. Вот эти вот пластиковые скобы, которые держат вот эту плату с разъемами и дополнительно создают ушки для платы питания, я просто перевернул на 180 градусов. Тут пришлось чуть-чуть подрезать пены, чтобы они встали. И в результате мы имеем вот такую вот уже плату на такой вот высоте, что уже отлично. И этот аккумулятор прекрасно под нее туда уже залазит. Вот, видите. Но там скрылась другая проблема. Штатный автопилот, который стоит, примерно вот так, за счет того, что вот эти вот штырьки направлены вверх, когда мы их подключаем, то крышка тогда не закроется. Вообще, я не понимаю, почему производитель не сделал их вот сюда вот назад. Раз производитель не сделал, придется сделать мне, потому что под мою конфигурацию это будет больше всего подходить. Придется выпаять эти штырьки все и запаять угловые. Такие вот доработки вручную придется делать. А что касается автопилота, вот она, сама плата этого автопилота. Вот что у него сзади. То есть вы видите здесь чип самого процессора STM-F405. Прямоугольный ниже чип — это чип USD. Рядышком стоит флешка у него на 16 мегабайт. А вот здесь видно бородатчик и компас распаян. Вот такая вот небольшая компактная платка. Ничем она не хуже, чем, к примеру, тот же Matek F405. Потому что вместе с этой платой питания оно обеспечивает очень такие внушительные характеристики. 7-амперный 5-вольтовый блок стабилизатора на сервы и 3 ампера 12 вольт на периферийное оборудование, что в целом неплохо, так что можно использовать. Итак, я внес все изменения, какие хотел в систему по сравнению со стоковой. Главное изменение — это то, что я поднял вот эту вот пластину, как и говорил. Теперь мой аккумулятор залазит под нее прекрасно. Там единственное, он упирается слегка вот в эти отверстия, где проходит трубка, но впритык, но как бы заходит нормально. Мне пришлось перепаять на угловые коннекторы вот здесь. Пластинку я переклеил на это место. И сейчас на двухсторонний скотч я приклею ее. Также я перепаял провода, поставил XT90 коннектор. Не потому, что здесь какие-то большие токи, а просто потому, что чтобы была совместимость с аккумуляторами от EXE. Она у меня на XT90. Поэтому сейчас я приклеиваю просто автопилот. И надо заниматься уже в конце концов FPV-системой.
А вот и FPV-система, которая здесь будет стоять. Это система TSIY, камера A8 Mini и МК-15. Я планирую поставить юнит МК-15, подключить ее к камере, подключить все это к ардупилоту, к автопилоту. И мы будем летать, пробовать для начала на этой системе. То есть камера у нас будет со стабилизатором механическим трехосевым. Посмотрим, как оно все это будет вместе работать на этом VTOL. Поэтому сейчас я установлю камеру, установлю юнит и далее уже покажу финальный практически результат. И вот уже установленная система FPV. Вот таким образом я решил пока что установить камеру. Это вообще не очень правильно. Ее бы желательно развернуть на 90 градусов, чтобы она была именно подвешена. В первую очередь из-за того, что демпферы работают здесь не совсем правильно. Но и угол ограничен также вот поворота, потому что вообще это стабилизация крена, а теперь он у нас стоит на рысканье. Смотрим, вот здесь у меня установлен воздушный юнит от SIY и вся необходимая проводка. На самом деле ее тут не очень много. Это просто UART кабели, UART 1 и UART 2, а также провод S-Bus для управления. То есть отсюда выходит S-Bus, поступает на этот полетный контроллер. Вот он в RC-IN подключен. Ну и два UART для телеметрии и для управления камерой, а также для стабилизации камеры. В общем, тут ничего хитрого нет. Также вот отдельно идет питание 12-вольтовое, которое я прям с этого бека и взял. В общем-то, все довольно-таки компактно получилось. Аккумулятор 10-тысячник устанавливается вот сюда, под низ. Когда здесь пройдут карбоновые трубки, он прям в упор так встает. Хорошо прижимается ими. Я даже думаю, что не потребуется здесь каких-то ремешков делать, потому что аккумулятор и так будет очень плотно сидеть. В центровку у меня все попадает, когда задняя часть аккумулятора вровень вот с этой пластиной. То есть вот в таком положении шестибаночный 10-тысячник с камерой на носу идеально все попадает в центровку. Ну что ж, а теперь давайте взлетим, соберем его и взлетим уже в режиме ховер, в режиме Q-Loiter и посмотрим, как он ведет себя в воздухе. Итак, наземные тесты в зависании. Я уже, конечно же, запускал его в режиме стабилизации и проверил, в основном, как он летает. И сделал буквально всего лишь пару настроек. Я их сейчас покажу на экране. Я изменил, просто по сути расходы, скорость отклонения по питчу и по роллу. В остальном все настройки здесь отличны. И вы сейчас увидите, как он летает. Пару слов скажу о полетных режимах, которые вам вообще нужны в принципе. Для VTOL это, в общем-то, наверное, два основных режима. Первое это режим Q-Loiter. Q-Loiter это просто обычный режим зависания, как обычный лоитер. Если у вас все хорошо настроено, вот мы сейчас будем пробовать в этом режиме взлетать, он у вас зависнет на месте, и вы сможете его перемещать по высоте стиком газа и вперед-назад, влево-вправо правым стиком. Ну а для того, чтобы перейти в горизонтальный полет, просто достаточно включить режим FBVA. При этом у вас двигатели отклоняются вперед, как вы сейчас видели, да, и начинают уже работать рули, сами рули. То есть не в режиме трикоптера он перемещается, а у вас уже эти стики будут отвечать напрямую за рули. Ну и третий режим, который я бы посоветовал, это режим круиза. В этом режиме автопилот будет держать полностью и высоту, и положение самолета, его курс, то есть. А этими стиками вы уже не напрямую рулями управляете, а просто задаете скорость снижения или поворота. Что ж, ну а я уже готов к полету. Камера, кстати, тоже работает. Я ее управляю через тачскрин. Итак, готовимся к взлету. Обратите внимание, какой ветер. Не особо сильный, но есть. И так как это все-таки не коптер, не трикоптер, не квадрокоптер, а самолет, и у него очень большие поверхности, да, большая площадь поверхности, ждать, что он будет идеально точно позиционироваться, не стоит. Вообще его задача просто адекватно взлететь более-менее и дальше уже, когда наберем нужную высоту, просто перейти в горизонтальный полет. Итак, пробуем. Вот сейчас он перешел в режим лоитера. Видите, он борется с ветром, но в целом достойно висит. Когда я запускал его в менее ветреную погоду, он, конечно, висел намного более четче. Видите, как он наклонился. Но, тем не менее, это вот заводские настройки с минимальными вмешательствами, да. И несмотря на то, что его сильно шатает, он сильно парусит,
Он старается удерживаться на одном месте, я им не управляю. Также его можно поворачивать по рудеру. Вот он удерживает положение рудера. Ну и, конечно же, вперед-назад, также вот, как трикоптер. Высоту тоже держит адекватно. Управляется вот по высоте. Давайте еще посмотрим на камеру SIY. Она отлично стабилизирует, несмотря на то, что самолет нас весь шатает на ветру. Камера отлично показывает, стабилизирует. Вот могу посмотреть вниз, вверх. Проверим немножечко цифровой зум. Цифровой зум на камере A8 Mini. Все работает прекрасно, все хорошо стабилизируется. Камера не заваливает горизонт. Несмотря на то, что самолет весь шатает. Кстати, касаемо датчика тока, можете не обращать внимания на ток. Он показывает там что-то в районе 30 ампер. Мне кажется, ток на самом деле меньше, потому что что-то у меня то ли датчик тока какой-то бракованный, но он показывает абсолютно не те цифры, которые я меряю мультиметром. Что ж, ну как видим, даже в сильный ветер самолет адекватно реагирует и висит в воздухе. Причем здесь по виброразвязке я, кстати, тоже смотрел, клипов нет. Поэтому не требуется здесь какая-то дополнительная виброразвязка, вибрации минимальные. И вы можете просто его на двухсторонний скотч автопилот приклеивать, все у вас будет нормально. Что ж, сажаем, тест прошел успешно, это тест Q-Loiter. Ну и теперь нам остается только ехать в поле и уже тестировать его в горизонтальном полете. Посмотрим, как он переходит в горизонтальный полет, как он из него возвращается и садится вертикально. Будет интересно. Так, приехали в поле, и наконец-то летный день, первый тест полноценный, уже будем сейчас в режиме самолета пробовать. Но сейчас я сниму камеру, вот эту, потому что первый полет, не знаю, как он пойдет. Сейчас визуально без камеры пролетаем, посмотрим, может быть он сейчас штопорнет, и чтобы не повредить камеру. Если все пройдет нормально, первый полет, тогда уже поставим камеру и уже полетаем с камерой. Итак, готов к полету самолет, ветер у нас с той вот стороны, поэтому мы сейчас поднимемся. Немножечко я назад отлечу. И, собственно говоря, включу режим Fly-by-Wire A. И он у нас уже полетит как самолет. Сделаем кружок, вот так вот. И перейдем обратно в Q-Loiter. Так, ну что ж, армию самолет. Взлетаем в режиме Q-Loiter. Так. Высота сейчас 3,6 метра, а мы сейчас поднимемся до 15-18. Ну что ж, и сейчас настала пора попробовать режим. И я включаю режим FBVA. Поехали! Все, самолет летит в режиме FBVA. Идеально просто прошел переход. Просто идеально. Так, а сейчас нам нужно вернуться обратно в режим Q-Loiter. Режим Q-Loiter. Так, он остановился, ура! Снижаемся. Сейчас я просто уже снижаюсь. Просто как обычный коптер. Что ж, первый полет прошел успешно, без просто каких-либо проблем. Просто все идеально, как по маслу. Итак, второй полет тестовый. Мы установили камеру. Вот она здесь стоит. Как видите, самолет прям утоплен в траве. Я даже не буду его доставать из травы. То есть мы прямо в таком положении попробуем взлететь. Плюс тут капает с этой тучи небольшой дождик. Он немного поднамок.
Поэтому будет еще даже небольшой тест влагоустойчивости. Так, картинка есть. Ну что ж, поехали. Полет сейчас взлетим, оценим его летные характеристики получше. Сейчас дождя уже нет, должно все получиться нормально. Из небольших изменений я ему все-таки сделал воздухозаборники. Вот здесь вот спереди забор, и вот здесь вот выдув воздуха, потому что все-таки сейчас жарко очень, пена здесь очень толстая. И поэтому теплоизоляция аккумулятора офигенная. Далее поставил вот такую вот двухчастотную GNSS антенну, потому что у нас здесь проблемы с навигацией, но вряд ли она поможет, конечно, но чуть-чуть получше будет, чем обычная антенна. Ну и сейчас взлетим, еще раз протестируем его в воздухе уже в приложении SIY FPV. К сожалению, у меня не записалось видео с моими комментариями в процессе этого финального полета, поэтому вот прокомментирую вам уже на монтаже. Как видите, самолет отлично переходит из вертикального режима полета в горизонтальный, без каких-либо проблем, трясок и прочего. После перехода он отлично управляется, разворачивается, поворачивается, ничего там у него не трясется. Камера у меня в этом полете была в режиме FPV, то есть она как бы стабилизирует, но чуть-чуть. Вот сейчас самолет поворачивается, и у него большой крен, и камера повторяет этот крен, чтобы лучше понимать, да, в каком положении самолет. Но при выравнивании реагирует с небольшой задержкой, как бы чуть-чуть стабилизируя. Самолет легко набирает высоту, достаточно быстро маневрирует. Тут мне сказать особо нечего, все отлично работает. Что касается расхода тока, у меня так и не получилось точно отстроить датчик. Плюс еще приложение SIY FPV на 1 запятую врет, показывает в 10 раз больше тока, чем он есть на самом деле. Это вносит дополнительную путаницу, поэтому на ток не смотрите. Конечно, потребление и экономичность — одна из основных характеристик самолета. И вот здесь я практически не могу оценить, разве только что я могу прикинуть по разряженной батарее, сколько самолет все-таки тока потребил. У меня, значит, была батарея 10 тысяч мАч на 6 банок. Летал я на ней около 20 минут, из которых минуты 4, наверное, 3,5-4, не меньше, в режиме трикоптера, да. И получается, после того, как я сел, я посмотрел заряд батареи, было 3,78 вольта на банку. Это меньше половины, ну, я так понимаю, процентов 60, поэтому где-то 6000 мА, не меньше, самолет потратил на 20 минут полета. Стоит отметить, что вес самолета без аккумулятора у меня получился ровно 1900 грамм. Это с системой SIY и камерой А8. Ну и аккумулятор мой вот этот вот, он тяжелый, 1350 грамм. Если вычесть 3-4 минуты VTOL режима, ну я думаю, где-то 5000 мАч он скушал за 16 минут полета. Это не маленькое, конечно, значение, но нужно опять же учитывать, что я летал на подпружиненном стике газа, и у меня практически весь полет был газ на 50%. Я пробовал снижать газ до 40%, ток, соответственно, падал и довольно ощутимо. Тут как бы нужны дополнительные тесты с нормальным датчиком тока и желательно с нормальным сигналом GPS, чтобы можно было понимать вообще, какая у него скорость. На этот вес 1350 грамм можно собрать аккумулятор на ячейках 21700 в конфигурации 6S3P. Если на ячейках Samsung собирать 50E, это будет 15 тысяч мАч, и при этом тот же самый будет у вас вес, и токоотдачи будет достаточно, чтобы, для взлета. Для вертикальной посадки тут уже надо смотреть, потому что если у вас сильно будет разряжен литий-ионный аккумулятор, то, возможно, тока не хватит на посадке, но тут на крайняк всегда можно сесть по самолетному. Камера А8 мини с зумом здорово дополняет возможности VTOL, да и вообще любого самолета. Если мы летим в самолетном режиме, то приблизив, конечно, с цифровыми шумами, но все равно мы значительно увеличиваем детализацию изображения
приближение и можем рассмотреть какие-то детали. Ну а при переходе в режим VTOL вообще очень все красиво получается. И после перехода в VTOL самолет достаточно долго стабилизируется по причине, о которых я сейчас ниже чуть-чуть расскажу. Но после того, как он зависает на месте, уже можно осматриваться. И выбрав какой-то объект, например, я выбрал автомобили, на которых приехал, можно приблизить и опять же с довольно-таки неплохой детализацией рассмотреть какие-то детали, уже увидеть людей. Самолет хорошо держит точку и камера также хорошо стабилизируется. Дальнейший переход в режим горизонтального полета проходит без каких-либо проблем. Но вот как раз остановка и переход в режим зависания, тут есть большие нюансы, есть у нас проблемы с GPS-сигналом. Вот на этом видео я просто включил режим Q-Loiter и не обратил внимания, что у меня 0 спутников. Самолет начал снижаться и никак не мог остановиться, потому что горизонтальная скорость у него не менялась, и он думал, что он все еще летит горизонтально. Видимо, как-то это пытался предотвратить. Поэтому мне пришлось просто перевести в режим FPVA. Самолет легко вышел из него и продолжил полет в обычном режиме. С этим проблем нет. Далее я решил повторить вход в режим Q-Loiter уже со спутниками. Дождался момента, когда спутники появятся, и тут же перещелкнул этот режим. И самолет сразу начал подтормаживать. Его, конечно, поколбасило, потому что спутники чуть-чуть пропадали полностью, потом снова появлялись. Но когда ситуация нормализовалась, он, соответственно, тоже завис. Потом я еще раз повторил этот тест, уже когда не было совсем спутников, и случилось то же самое, как и в первый раз. Самолет пытался стабилизировать, ему так это и, соответственно, не удавалось. Поэтому я снова забрал управление на себя в режиме FPVA. Такой вот есть нюанс при эксплуатации ардупилота в режиме VTOL. Тут единственный совет вам не включать режим Q-Loiter. Если у вас нет навигационных сигналов со спутника, конечно же, оставляйте режим Q-Hover. В режиме удержания высоты он у вас зависнет без проблем, потому что у него есть бародатчик. Так, садимся, перешел он успешно в вертикальный режим. И сейчас садимся. Что ж, полетные тесты завершились, первые полетные тесты. Мне он очень понравился, этот самолет. Он очень легко переходит в режим горизонтального полета и достаточно легко из него выходит, несмотря на сильный ветер. А в остальном VTOL хорош тем, что, как вы видели, легко можно взять, зависнуть, осмотреться, то есть не обязательно использовать режим пост-холда, да, когда самолет летает вокруг точки по кругу. Здесь можно просто остановиться и камерой приблизить нужный вам объект, потом взять, полететь дальше. К сожалению, я не могу пока сказать ничего о его характеристиках полетов на дальняк. Я не могу ничего сказать по его потреблению, потому что датчик тока мне так и не удалось настроить. Да и сейчас не получается какие-то дальние полеты организовать. Но я думаю, потенциал у него неплохой. В своем классе он не должен быть как-то хуже, чем другие самолеты подобного размера и размаха. А размах все равно 1,2 метра, такая золотая середина. Он и не маленький, не большой. И вот даже хватает повесить какое-то там оборудование, типа вот такой камеры А8, а можно даже, в принципе, и ZR-10 камеру повесить, она там на 300 грамм будет тяжелее. Я думаю, запас подцентровки, куда еще подвигать аккумулятор, есть, поэтому при желании можно и более дорогую функциональную камеру на него повесить. Что ж, вот такой вот самолет был мне сегодня на обзоре. Это не последнее видео с данным VTOL. Я думаю, еще будет много интересного всего я сюда повешу. Возможно, даже систему DJI O3. Полетаем, попробуем на ней. Думаю, соберу литий-ионную сборку под него. Починю до конца датчик тока, чтобы точно понимать, какое у него потребление. Поэтому, если не хотите пропустить видео с данным самолетом, подписывайтесь на канал. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Пока!